Всем привет, меня зовут Полина, и сегодня я хотела бы дать вам несколько полезных советов о том, как правильно купить ткань для косплея, разобрать какие-то неочевидные, возможно, моменты для того, чтобы вы могли купить именно ту ткань, которая максимально точно будет соответствовать персонажу, которого вы выбрали. Обещаю, будет очень интересно. Для начала мы никуда не пойдем. Наша цель не в том, чтобы спустить кучу денег на ткань, которая нам потом не пригодится, а купить сразу нужную. Поэтому по ходу по магазинам нужно хорошенько подготовиться. Вот несколько простых правил, которые смогут вам в этом помочь. Первое. Используйте только одно изображение. Если, например, вы выбрали персонажа из какого-то аниме, то его рисовка может отличаться не только от серии к серии или от сезона к сезону, но даже в рамках одной и той же серии могут быть какие-то изменения. Из-за чего так получается? Одна из причин состоит в том, что аниме-рисовка, как правило, результат труда очень большого количества аниматоров. Соответственно, какие-то нюансы в оттенках цвета или, например, в деталях костюма могут быть. Поэтому за основу лучше взять какую-то одну картинку конкретную, потому что если вы будете делать разные элементы костюма по разным картинкам, друг с другом они могут потом не сочетаться. Второе. Решите для себя заранее, будете вы шить костюм сами или будете заказывать его у швеи, потому что если вы выберете вариант шить костюм на заказ, то работать с мастером крайне желательно начинать до того, как вы пошли по магазинам и купили ткань. Потому что тогда ваш косплей может выглядеть гораздо лучше, если вы сначала спросите совета у мастера. Кроме того, вам, скорее всего, подскажут неплохой магазин, где вы сможете все это найти. И обычно еще и недорогой. У любого человека, который довольно часто шьет, есть на примете очень хорошие магазины, в которых он часто покупает ткани. Поэтому не пренебрегайте этим пунктом. Все-таки посоветуйтесь до того, как будете что-то делать. Третье. Не заказывайте ткань через интернет. Скорее всего, вы не угадаете с цветом, потому что цветопередача экрана будет отличаться, естественно, от реального цвета ткани. Вы можете быть неприятно удивлены. Ну и помимо цвета у ткани есть куча других параметров, которые дистанционно выбрать просто невозможно. Четвертое. Оцените заранее количество материала. Если вам будет шить кто-то другой, то здесь все очень просто. Мастер вам заранее все рассчитает. Это еще одна причина, почему надо заранее все-таки встречаться с мастером. Вот, и вы будете покупать сразу нужное количество ткани, понятно, с небольшим запасиком. И если вы будете шить, например, сами, то крайне желательно сделать выкройки заранее, то есть вы тогда поймете вообще, сколько вам этой ткани нужно. Потому что обычно обрезки никуда потом не пригождаются, то есть они так и будут у вас где-то валяться, и вы их не сможете, скорее всего, больше использовать. Здесь очень важное замечание, что у рулонов ткани бывает различная ширина. Например, чаще всего это, допустим, 1,5 метра или 1,20 метра. Соответственно, нужно думать вообще, хватит ли вам такой ширины. Если ширина поменьше, то, возможно, нужно купить больше длины, чтобы вам хватило на все ваши детали. Пятое. Нужно честно оценивать вообще, какое у вас есть оборудование и навыки работы с различными материалами. Потому что, например, если вы хотите шить из трикотажа, то вам крайне желательно иметь хотя бы оверлок. Если трикотаж не очень сильно тянется, то обычную машинку можно настроить для работы с ним. Но если он очень эластичный, то, скорее всего, ни покупка дополнительных игл, ни настройка машины вам не поможет. Поэтому думайте заранее, на чем вы вообще будете это шить. Это касается также очень толстых тканей или слишком сыпучих тканей. Первое и не самое очевидное – составьте заранее маршрут. Хотя бы примерно в голове его составьте. График работы может сильно отличаться в различных магазинах. Особенно оптовые магазины могут работать совершенно не так, как розничные магазины. Поэтому подумайте об этом заранее, уточните все и только потом отправляйтесь на поиски. Второе. Вводя в магазин, оцените освещение.
Идеально это когда в магазине большие окна, за окном яркий солнечный день, но мы все понимаем, что часто бывает далеко не так, и иногда оптовые магазины находятся вообще в подвальном помещении, но это не важно, даже если вы покупаете что-то в подвальном помещении, все равно там должно быть очень светло, потому что если вы будете покупать ткань в потемках, то она может оказаться совсем не той, которую вы хотели. Когда вы вынесете ее на дневной свет, то можете очень-очень сильно удивиться и понять, что это совершенно не то, что вам нужно. Третье. Оценивайте не только цвет ткани. У ткани есть множество других параметров, которые очень важны. Например, насколько ткань блестит. Для некоторых персонажей это вполне нормально, а для других это вообще неприемлемо. Если вы будете покупать ткань в темноте, то блеска ткани вы можете вообще не увидеть и не заметить. Еще нужно понять, мнется ткань или нет. Для этого в магазине вы можете взять за уголок ткань и прямо плотно сжать ее в кулаке. И тогда будет понятно, как она реагирует на замятие. Для некоторых образов нужно, чтобы все было идеально отглажено, а наоборот, некоторым образом замятие ткани может придать очень интересный и более реалистичный вид. Кроме того, бывают ситуации, когда вы едете на фестиваль в другой город, и не факт, что у вас вообще будет доступ к утюгу. Соответственно, лучше брать сразу ту ткань, которая меньше мнется. Это позволит избежать кучи проблем. Но не всегда плохо, когда ткань мнется, потому что иногда замятие может придать более реалистичный вид образу. Например, если мы рассмотрим костюм Цири из «Ведьмака», посмотрим на ее рубашку, то, скорее всего, она сделана из льна, и лен все-таки ткань натуральная, и мнется. Соответственно, будет все-таки более яркий образ, если ткань будет приближена максимально к натуральной, поэтому лучше бы, чтобы она мялась. Но единственный момент, что здесь нужно, чтобы вот эти замятия были не из-за того, что она у вас в шкафу повалялась или, например, ехала у вас в чемодане, а именно от того, что ее носили, эту рубашку. То есть никаких вот таких горизонтальных ровных заломов быть не должно. Как этого добиться? Вы сначала ее хорошенько проглаживаете, надеваете на себя, немножко походите, и как раз у вас она дойдет до нужной кондиции, будут заломы ровно там, где они нужны. Четвертое и, возможно, самое сложное – это правильно разговаривайте с продавцами в магазине. Потому что дело в том, что многие из них вообще не представляют, что такое косплей. Соответственно, не надо точно полагаться на их советы. Они могут вам посоветовать совершенно не то, что вам нужно. Про что спрашивать? Это про свойства ткани. Можно попросить, например, развернуть рулон и вообще приложить его к себе. Когда вы его развернете, вы можете, например, понять, что ткань слишком тонкая, неплотная. Когда вы развернете рулон, она может выглядеть не совсем так, как вы смотрели на нее, когда она была свернутая. То есть сам цвет будет лучше видно. Кроме того, не стесняйтесь попросить поднести ткань к окну, посмотреть при дневном свете. Вообще ведите себя так, будто вы покупаете какую-то обычную вещь просто в магазине одежды. То есть не стесняйтесь просить о чем-то продавцов, это нормально. Иногда в магазине специально приглушают цвет, и вы можете попросить включить освещение, чтобы было получше видно, или выйти на более освещенный участок. То есть не бойтесь спрашивать совета. Спросите обязательно, как обращаться с этой тканью. То есть можно ли ее вообще гладить утюгом? Если можно, то при какой температуре? Нужно ли ее потом обрабатывать как-то до того, как вы пошили? Например, если это шерсть, она может очень сильно сесть потом после стирки, поэтому ее сначала стирают, хорошенько гладят и только потом из нее краят. То есть все это нужно спросить вообще, вам тогда будет сильно проще. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, обычно все рады помочь. И вообще те, кто шьет часто, трогают ткани, меряют ткани, смотрят на них под разными углами, то есть в этом ничего такого нету, не стесняйтесь, это нормально. И пятое, не бойтесь экспериментировать. Поскольку это все-таки косплей, а не повседневная одежда, то можно использовать ткани нестандартным образом. Например, можно из плащевки сшить бальное платье, потому что тонкая плащевка очень хорошо для этого иногда подходит. Если, например, она хорошо держит форму,
хороший у нее насыщенный цвет, который вам подходит. У нее, к тому же, например, края, которые вообще не осыпаются, то есть вы сэкономите кучу времени, их не надо будет вообще обрабатывать. Соответственно, не смотрите только привычные для вас ткани, везде пройдите по всему магазину, возможно, вы что-то такое найдете необычное, то, что вам подходит. Единственное, обратите внимание, если у вас материал совсем не дышит, то лучше его не использовать для вещей, которые очень плотно облегают, либо довольно многослойные, потому что буквально через 2 часа вы уже, скорее всего, не сможете ходить в этом костюме из такой ткани, потому что все-таки, если у вас очень плотный костюм, ткань должна хорошо дышать. Как это проверить? Прямо подносите к губам ткань и дуете, пропускаете воздух через нее. Если она совсем не пропускает воздух, то, например, корсет из нее шить крайне нежелательно. Поэтому тоже обращайте внимание на это. Я никогда не крашу губы, прежде чем идти в магазин ткани, потому что я не только трогаю ее, но и дую через нее, провожу по ней руками, делаю, в общем, все, что мне нужно. Вообще не стесняйтесь, задавайте вопросы. Консультанты, если их направить в нужное русло, они вам очень сильно помогут. Самое главное – это знать заранее, чего вы хотите. Если вы знаете, чего вы хотите, то вы будете задавать правильные вопросы, и вам, соответственно, смогут помочь другие люди. Я надеюсь, что это видео было для вас не только интересным, но и полезным. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы покупаете ткань, с какими проблемами вы сталкиваетесь, и что из вышеперечисленного, возможно, вам пригодится, о чем вы просто не думали. Мне будет очень интересно. Ну, а на этом все. Еще увидимся. Пока-пока.